На 21 год мать преподнесла Анечке неприятный подарок. «Ты теперь совершенно взрослая, самостоятельная личность, поэтому я решила, что тебе полезно жить одной. Глядишь, и ответственность прорежется. Завтра же переезжаешь в свою квартиру, ремонт там закончен», торжественно объявила Марина Борисовна дочери. «Я же еще на работу не устроилась. Что значит жить одной?» Сполошилась Анечка. «Я пока не готова. С работой я тоже вопрос решила. Пока у меня в салоне поработаешь. А то твои поиски несколько затянулись. И хватит искать отмазки. Зря я, что ли, бабушкину квартиру приводила в порядок. Я тоже хочу, наконец, пожить отдельно». Марина Борисовна была непреклонна. Анечка тоскливо поняла, что переезжать все-таки придется. Марина Борисовна привыкла все свои проблемы решать сама. Муж умер от онкологии рано, дочке Анечке только 5 лет исполнилось. Марина поклялась тогда, что сделает все возможное, чтобы дочка не чувствовала себя хуже других. Да, видать, где-то перестаралась. Аня привыкла, что за мамой она как за каменной стеной, и ее это вполне устраивало. Дочь долго выбирала институт, но выбор оказался неудачным. Тогда Аня решила, что она найдет себе работу, раз уж не задалось с учебой. Но с работой у нее тоже не клеилось. «Мама, ты даже не представляешь, какие там токсичные люди, и все это за смешную зарплату. Я уволилась», с завидной регулярностью сообщала Аня, придя с очередной работы. Поэтому, когда умерла бабушка, завещав внучке квартиру, Марина Борисовна твердо решила переселить дочь туда. Но Анечке эта идея не понравилась, и она, осмотрев бабушкино наследство, заявила: «Мам, но тут же ремонта не было со времен царя Гороха». «Хорошо, будет тебе ремонт, как подарок ко дню рождения», скрипнула зубами Марина Борисовна. Аня заулыбалась. День рождения, казалось, будет еще не так скоро. И вот вам, пожалуйста. «Ты представляешь, она меня просто выставила», жаловалась Аня Руслану, который помогал ей с переездом. «Анют, ну, может, это и неплохо. Зато теперь мы сможем съехаться», отозвался Руслан. «Только если ты не будешь нагружать меня домашним хозяйством», наморщив нос, согласилась Аня. «Мама ведь не только выставила меня из родного дома, она еще и работу для меня нашла. Поэтому я буду уставать. Так что готовка, стирка, уборка и прочие радости быта – это уж как получится. Договорились?» Руслан согласно кивнул. В быту он человек непритязательный, так что это не повод отказываться от замечательной девушки. У Ани имелся только один недостаток. Иногда она начинала активно мечтать о свадьбе, но это можно было и потерпеть. Несмотря на все договоренности, совместная жизнь иногда неприятно удивляла Аню. Например, у них с Русланом были совершенно разные представления об отдыхе. «Руслан, ну чего ты опять прилип к монитору? Пойдем погуляем, в кафе сходим, с друзьями встретимся», конючила Аня после работы и по выходным. «Да не хочу я, устал», сопротивлялся Руслан, не отрываясь от монитора. «А с кем мне прикажешь в свет выходить? Любовника может завести», шантажировала Аня. «Зачем любовника? Лучше заведи собаку, и гулять будет с кем, и новые друзья, собачники появятся», придумал Руслан, как ему казалось, неплохой выход. Аня поразмыслила над предложением, а потом полезла во всемогущий интернет. Перебрав кучу объявлений, она, наконец, остановилась на одном. «Отдается в добрые руки щенок таксы, окрас рыжий, девочка».
С фотографией на Аню грустно смотрели черные глазки. Она просто влюбилась и набрала номер телефона. «Хотите щенка забрать? Замечательно, записывайте адрес». Обрадовался голос в трубке. На следующий день Аня вертела в руках маленькую рыжую таксу. «Какая прелесть!» — умилялась она. «Последняя из помета осталась. Не совсем соответствует стандартам породы. Ну, если вам не для выставки, мы пока назвали ее Бусинкой, но вы можете дать ей другое имя», — суетливо объяснял мужчина-хозяин. «Мне не для выставки, и имя отличное», — одобрила Анечка. Потом она завернула Бусинку в плед и понесла прочь от мамы, куда-то в неизвестность. «Ну вот, видишь, нашлась-таки хозяйка, а ты избавься, увези, уничтожь». Мужчина-хозяин победоносно посмотрел на жену. Первым горьким разочарованием для Анечки оказалось то, что Бусинка была незнакома с правилом. Все свои делишки надо делать на улице. И это не квартира, а какое-то минное поле, ругалась Аня, перешагивая кучки и лужи. Вот уж не думала, что щенки производят столько сюрпризов. «Ты должна ее приучить к пеленке», — с видом заправского собачника сообщил Руслан. «И как же я должна это сделать? На личном примере показать, что ли?» — съехидничала Аня, убирая подарки. «Приучай сам, раз такой умный». «Нет, собаку мы для тебя брали», — открестился Руслан и поспешно уткнулся в монитор. Аня вздохнула и полезла в интернет искать информацию. Бусинка росла, и Аня замечала, что вместо того, чтобы, как она мечтала, отдыхать с собакой на прогулках и заводить новых знакомых, она все время занята совсем другим – уборкой, обучением, прививками. «С Бусинкой хлопот больше, чем с ребенком», – сетовала Аня, «а расходов столько, что просто уму непостижимо». «Ты сама этого хотела», – неизменно говорил Руслан. Он был вполне доволен жизнью. Аня совсем перестала приставать к нему со своими идеями отдыха. Даже разговоры о свадьбе прекратились. А ведь совсем недавно Аня горела желанием побыстрее надеть белое платье. Потихоньку Аня менялась, стала дисциплинированной, ведь щенку нужны были прогулки по расписанию, прививки по графику, кормежка по часам. Аня привыкла убираться, так как кучки и лужи не исчезали сами собой. Она теперь клала вещи на место, потому что одно время Бусинка грызла все, до чего могла дотянуться. Да и к работе Аня теперь относилась ответственно. Щенок – это расходы, а чтобы тратить, нужно зарабатывать. А вот Руслан меняться не собирался. Иногда Аня просила его о помощи. «Может, в магазин прогуляешься или посуду помоешь?» «Я занят, между прочим», — огрызался Руслан. «Тебе надо, ты и займись». Аня злилась, но в итоге все делала сама. Она очень не любила скандалов. Но однажды Аня подвернула ногу. Не смертельно, конечно, но конечность распухла и болела. «Тебе придется некоторое время самому выводить Бусинку. Я пока инвалид», — сообщила Аня. Руслан обреченно согласился. Отговорку, чтобы не тащиться на улицу с собакой, он придумать не смог. «Следи за ней внимательно. Ничего подбирать с земли не позволяй. С поводка не спускай, а то не поймаешь. К большим собакам не подходите. Что ты еще забыла?» Аня давала последние указания Руслану, прискакав на одной ноге в коридор. «Да иди уже, полежи!» — злился Руслан. «Справлюсь как-нибудь». Но он не справился. Едва выйдя из парадной, Руслан остановился поболтать с соседом. Бусинка бродила рядом, то натягивая,
то ослабляя поводок. Руслан раздраженно одернул собаку. «Сиди смирно!» Но бусинке не хотелось сидеть. Ей хотелось бегать, играть, нюхать. Она начала тихонько подвывать в надежде, что хозяин закончит, наконец, свою болтовню. «Да что ж ты за собака такая бестолковая?» Руслан рявкнул на бусинку и продолжил разговор с соседом. Бусинка обиделась и легла на асфальт, решив больше никогда не двигаться с места. Но тут в поле ее зрения попал кот, большой, наглый и черный. Кот смотрел на собаку так, словно насмехался. Этого бусинка вынести не смогла. Она дернула со всей силы, Руслан от неожиданности выпустил поводок. Рыжая такса рванула за котом, и оба исчезли из вида. Руслан долго ходил по дворам, боясь вернуться домой, искал беглянку, но в конце концов сдался. Она так рванула, я просто не ожидал, все дворы обошел. Винился он перед Аней. «Зачем я тебе ее только доверила?» Аня со злостью смотрела на Руслана, и в глазах ее собирались слезы. «Ты сама говорила, что с ней куча хлопот», — защищался Руслан. «Вот, теперь их и не будет». «Это тебя здесь не будет». Аня вытерла глаза. «Ты это серьезно? Из-за собаки?» Руслан задохнулся от возмущения. «Бусинка, невинная жертва твоего наплевательского отношения ко всем, кроме себя», — рявкнула Аня. «Ты же за меня замуж хотела». «Давно уже не хочу, а ты этого даже и не заметил. Уходи». Аня схватилась за телефон. Она звонила знакомым, друзьям, маме и всех просила помочь ей найти бусинку. Руслан топтался в углу, потом взял куртку и вышел за дверь. Он чувствовал себя оскорбленным. Совсем Анька с катушек слетела. Почти мужа из-за какой-то собаки из дома выставила. Ладно бы еще собака была стоящая. Порода, документы, родители-медалисты. Зло размышлял Руслан. «Аня, ну что ты так убиваешься? Найдется твоя бусинка. Объявления везде, и в интернете, и на столбах. Не может быть, чтобы не нашлась». Марина Борисовна утешала дочь, сидя рядом с ней на диване. «А Руслан так и не звонил?» Аня подняла глаза на мать, не сразу поняв, о чем-то спрашивает, а потом спохватилась. «А как же, звонил. Ожидал, что я одумалась, когда я ему выдала, что не хочу видеть у себя в доме такого безответственного, инфантильного и самовлюбленного эгоиста, очень обиделся. Обещал за вещами на днях зайти». Марина Борисовна с удивлением посмотрела на дочь. Повзрослела Аня. Удивительно, что этому поспособствовала маленькая рыжая такса. Бусинку принес домой соседский мальчишка. «Не знаю, ваша это собака или нет. Это вон какая грязная и страшная. Ваша на фото в объявлении красивая». Но вдруг пробормотал он, протягивая дрожащую, чумазую худую собаку Ане. Бусинка. Свою таксу Аня узнала бы в любом виде. Собачка слабо завиляла хвостом и лизнула хозяйку в нос. «Господи, худая-то какая! Ты теперь не бусинка, а веревочка!» По щекам Ани бежали слезинки. «Спасибо тебе. Проходи, я тебе вознаграждение выдам». Пригласила она мальчишку. Оказывается, бусинка самостоятельно добралась почти до самого дома. Соседский мальчик приметил ее под скамейкой во дворе. Дело было так. Она убежала за котом и заблудилась. Ее подобрали какие-то люди, посадили в машину, но через 10 минут выкинули на заправке. Она своими лапами испачкала весь салон. «Убери ее отсюда!» Ругалась женщина,
когда незнакомый мужчина засунул бусинку на заднее сиденье автомобиля. «Ладно, не ори, сейчас я ее высажу. Ты же сама жаловалась, что тебя на даче кроты донимают. А это такса, между прочим, враг кротов. Ну, раз тебе не надо, значит не надо». Огрызался мужчина. Вскоре машина остановилась, дверь распахнулась, и бусинку грубо вышвырнули из салона. Ошарашенная собака из всего происшедшего ясно поняла только одно. Теперь она заблудилась окончательно. Поплакав, решила, надо идти, иначе точно смерть. Вокруг злые люди, быстрые машины и неизвестность. Она не знала, как у нее получилось найти свой двор. Может, просто повезло. Именно там силы окончательно оставили бусинку. Тут и пришло спасение в виде соседского мальчишки. Все это бусинка могла бы рассказать хозяйке, если бы только умела говорить, но она не умела. Поэтому просто лежала на теплых, родных Аниных коленях и радовалась, что она дома. Аня тоже радовалась. Наконец нашелся член семьи, которого она так боялась не увидеть больше. Радовалась и мама Ани, Марина Борисовна. Дочь научилась заботиться не только о себе, а еще она стала принимать взрослые решения. Не радовался только Руслан. Ему так хорошо и беззаботно жилось в просторной Аниной квартире. А теперь из-за какой-то собаки все закончилось. Виноватым он себя не считал. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.